Дорогие друзья, уважаемые коллеги, добрый день. У нас на связи сегодня Воронежская область, Республики Башкортостан и Кабардино-Балкария, Луганская и Донецкая народные республики. Здесь успешно реализован ряд проектов в сфере здравоохранения. Были построены или капитально отремонтированы здания больниц, поликлиник, онкодиспансеров. Такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения – одно из направлений системной комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения. В частности, за 6 лет в разных регионах страны было создано более 6,5 тысяч новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Капитально отремонтировано порядка 5,5 тысяч медицинских объектов, в том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлено и построено на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медицинского оборудования. И эта работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан, безусловно, будет продолжена. К разговору с регионами, которые у нас на связи, мы вернемся, но прежде хочу сказать вот что. Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник. Это День медицинского работника, и, пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России. В этой связи хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника. Хочу поздравить всех, кто выбрал эту трудную, но крайне нужную, благородную профессию. Этот праздник – замечательная возможность для всех граждан России, для миллионов людей сказать спасибо нашим докторам, фельдшерам, медицинским сестрам, нянечкам за преданность своей высокой миссии, за компетентность, талант и отзывчивость. Где бы ни работали наши медики, в крупном федеральном центре или фельдшерско-акушерском пункте, в большой профильной больнице или в районной поликлинике, в бригадах скорой помощи или в прифронтовом госпитале, все они ответственно исполняют свой профессиональный долг. Значимость вашей деятельности, дорогие друзья, невозможно переоценить. Вы предупреждаете и лечите болезни, сохраняете здоровье и жизни людей, облегчаете боль и даете надежду. В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии. В борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. И благодаря их профессионализму, душевной щедрости и милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Этот ваш, без преувеличения, подвиг навсегда вошел в историю страны. Особые, самые теплые слова благодарности в адрес медицинских работников, участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых. В полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой. Проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им – главный смысл вашей профессии, дорогие друзья, в любых условиях и обстоятельствах. Поэтому так важны ваши знания, стремление хранить и продолжать традиции многих поколений предшественников, учиться, идти вперед, осваивать новые технологии и методики. От вас напрямую зависит здоровье нации. От напряженной работы всех, кто трудится и в первичном звене, и на федеральном уровне, от наших ученых, от ведущих научных центров, которые создают передовые технологии диагностики и лечения, разрабатывают отечественные лекарства и медицинское оборудование.
И все вы ставите свой врачебный, профессиональный долг во главу угла. Отдаете пациентам силы, энергию, эмоции, опыт. Благодарю всех вас. Успехов вам и всего самого наилучшего. Еще раз поздравляю вас с приближающимся праздником. Теперь давайте вернемся к нашим текущим рабочим вопросам. Один из медицинских объектов, который сегодня с нами на связи, это новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра в Уфе. Лечение, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения. За последние годы здесь многое сделано, включая обновление и расширение профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий, методик диагностики, лечения, совершенствования экстренной и неотложной помощи. Попрошу Михаила Альбертовича Мурашко не только сказать несколько слов о новых объектах, но и, поскольку мы начинаем именно с кардиологического центра, доложить о тех результатах, которые сделаны по этому важнейшему направлению, а именно развитие системы кардиологической помощи. А затем поговорим с коллегами из других регионов. Пожалуйста, прошу вас, Михаил Альбертович. Спасибо большое, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги. Болезни сосудов и сердца занимают ведущее место среди факторов, влияющих на продолжительность жизни. И в России это не исключение. Усилия направлены на уменьшение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и снижение факторов риска становится ключевым элементом в стратегии повышения качества и длительности жизни наших граждан, а значит являются инструментом достижения национальных целей. На сегодня мы можем говорить о реальных победах благодаря вашему вниманию и работе всей системы здравоохранения. В течение последних лет мы удерживаем исторический минимум по смертности от болезней системы кровообращения. Число умерших от болезней системы кровообращения за последние 6 лет снизилось на 28,5 тысяч человек. Мы отмечаем важный положительный сдвиг. Возраст, в котором россияне сталкиваются с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний, увеличился. Тем самым продолжительность здоровой жизни прирастает. За последние 5 лет этот показатель сместился с 80 до 85 лет. Такой прогресс закладывает основу для улучшения ситуации в будущем. Наша цель – использовать имеющиеся резервы и сдвинуть этот пик еще дальше. Обеспечить такие прорывные результаты в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями нам удалось благодаря федеральному проекту, который включал весь комплекс мероприятий. Во-первых, существенно укреплена материально-техническая база. Это 653 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений. Введено в эксплуатацию 29 тысяч единиц медицинского современного оборудования. За эти 6 лет мы создали дополнительно 150 новых отделений для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Второе, мы, конечно же, усовершенствовали процессы, разработали и внедрили новые нормативно-правовые акты, которые регламентируют доставку пациентов именно в медицинские организации, где в максимальном объеме может оказана быть помощь. Именно комплекс мероприятий в совокупности с материально-технической базой, несмотря на вызовы системы, за 6 лет позволил почти на 55% увеличить количество рентген-эндоваскулярных вмешательств на сердце, выполненных в лечебных целях. Увеличили доступность для граждан высокотехнологичных методов лечения. Число операций таких выросло почти на 39%. Причем хочу отметить, что для сельского населения сегодня это стало доступно даже в большей степени, чем для городского. Закономерно этим достижением на 25% снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда, почти на 18% снизилась больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения. Данные показатели свидетельствуют и о качестве медицинской помощи. По вашему поручению мы кардинально пересмотрели систему диспансерного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это не формальность, мы создали принципиально новый подход именно к профилактике и ранней диагностике, потому что инфаркт миокарда – это уже следствие и завершающие, так сказать, этапы развития заболевания, которые связаны с атеросклеротическими изменениями, дислепидемиями.
В основе, конечно же, это четко структурированный порядок наблюдения, где для врачей прописаны конкретные алгоритмы действий. Мы выделили 13 ключевых групп заболеваний, определили, какие именно показатели нужно контролировать в каждом конкретном случае и установили оптимальную периодичность осмотров. Это системное решение дает ощутимые результаты. Только за последние 5 лет охват медицинской помощи у таких пациентов вырос на 83%. Кроме этого, изменили принцип оплаты медицинской помощи именно по комплексному обследованию пациента, а не только за количество посещений. И это работает. По итогам первого квартала этого года мы имеем 4,6 миллиона полноценных комплексных посещений, что на 28% больше, чем аналогичный период прошлого года. Но для нас важно не просто увеличение цифр. Главный показатель эффективности – это снижение почти на четверть показателя летальности среди наблюдаемых больных. Ежегодно совершенствуем программу государственных гарантий уже разработанным нормативом объемом медицинской помощи. В 2025 году добавилось финансирование школ для пациентов с болезнями системы кровообращения. Это дополнительно еще к сахарному диабету школы, которые работают сегодня уже. Увеличение нормативов по стентированию коронарных артерий, имплантации кардиостимуляторов, эндоваскулярных операций при нарушениях ритма и многие другие. Также сегодня реализуется проект по доступности радиофармацевтических препаратов для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических. И поэтому это направление также нашло отражение в программе государственных гарантий. Все больше молодых врачей выбирают кардиологические специальности. Выпуск кардиологов увеличился на 23%. А врачей рентгенно-эндоваскулярной диагностики увеличилось на 63%, поскольку у нас и материально-техническая база развивается. В этом году выпуск сердечно-сосудистых хирургов составит 400 специалистов. Кроме подготовки специалистов, критичное значение имеет и правильное применение врачами медицинских технологий и внедрение современных научно обоснованных методов. Для этого нами утверждены 42 клинические рекомендации, охватывающие весь спектр болезней системы кровообращения. Позвольте уделить особое внимание вопросам лекарственного обеспечения. Здесь есть хорошие результаты. С 2020 года мы активно реализуем программу бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт, а также тех, кому были проведены операции на сердце, включая стентирование и ряд других вмешательств. За прошедшие 5 лет программа претерпела значительные изменения и расширилась. Мы увеличили период лекарственного обеспечения до 2 лет, расширили перечень препаратов. Теперь он включает современные антикоагулянты, антиагреганты, препараты, снижающие уровень холестерина, гипотензивные, антиаритмические препараты. Всего 31 международное непатентованное наименование. Кроме того, мы включили новые категории пациентов с хроническими заболеваниями и увеличили объем финансирования. Это отразилось на, конечно же, качестве жизни пациентов и течении заболевания в лучшую сторону. Результаты работы впечатляют. За 5 лет бесплатное лекарственное обеспечение получили 2,5 миллиона пациентов высокого риска во всех субъектах. Опять же, улучшились и качественные показатели. Количество повторных инфарктов миокарда, Владимир Владимирович, снизилось на 39% по сравнению с 2019 годом. Это хороший результат терапии. Особенно важно отметить существенное снижение смертности от повторных инфарктов миокарда. Цифры тоже впечатляют, это почти 86%. Перспективным является дальнейшее повышение доступности лекарственной терапии за счет и локализации производства. Сегодня по данному направлению высокий уровень локализации. Ну и перспективным видится лечение пациентов с нарушениями липидного обмена для ранней диагностики и развития атеросклероза сосудов как главной причины сосудистых катастроф. Расширился и сам арсенал препаратов, применяемых для лечения кардиологических заболеваний. Мы внимательно ведем это направление. Так, за последние 5 лет расширилось количество препаратов на 371 наименование, из них более 80% отечественного производства. Проводится сейчас 128 клинических исследований лекарственных препаратов, из них 76 – это отечественные препараты. Также за последние 5 лет зарегистрировано 806 медицинских изделий, применяемых в кардиологии и кардиохирургии, среди которых 210 медицинских изделий отечественного производства. Отечественная кардиологическая наука сегодня активно развивается. В рамках 2024 года мы проводили 342 научных исследования в области кардиологии. В заключение
глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы поблагодарить за особое внимание, уделяемое вопросам здравоохранения и принятия решений о продолжении федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нового национального проекта. И с учетом уже накопленного потенциала в рамках нового проекта значительное внимание, как и прежде, уделяем вопросам лекарственного обеспечения, совершенствования маршрутизации пациентов, региональные программы, в том числе профилактические по прогрессированию ишемической болезни сердца. Ну и, конечно, кроме того, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» реализуется широкий комплекс мероприятий по поддержке здорового образа жизни среди россиян. Внедряем лучшие региональные практики по сокращению потребления табака, алкоголя. И видим, что от этого, конечно, хороший, так скажем, немедицинский эффект. Создаем здоровьесберегающую среду вокруг человека, в том числе за счет модернизации старых и создания новых центров общественного здоровья и, конечно же, первичного звена. Но если посмотреть в целом за предыдущий период, в сутки мы фактически, вы назвали цифру, количество реконструированных и открытых объектов, это более 9 объектов в среднем в сутки ежедневно мы открываем новых после строительства или реконструкции. Поэтому, конечно, такое развитие системы здравоохранения невозможно без личного вашего внимания и поддержки государства на инфраструктурные, технологические, научные проекты. Поэтому спасибо большое и, пользуясь случаем, хотел бы присоединиться к вашим поздравлениям, поздравить своих коллег, которые реализуют все наши новые направления, спасают жизни людей. Во все времена профессия врача всегда пользовалась заслуженным уважением, а последние годы это у молодежи вызывает желание присоединиться и влиться в наши среды. Мы видим большой, огромный интерес и для поступления в высшее учебное заведение, и в колледжи, поэтому приветствуем это и, конечно же, рады их всегда видеть в наших рядах. Спасибо большое, доклад закончил. Ну и первое учреждение у нас это Уфа, как раз кардиологический центр. Отлично. Давайте и переедем в Уфу, Республиканский кардиологический центр Республики Башкортостан. Николаева Ирина Евгеньевна, главный врач. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Альбертович, уважаемые коллеги. Сегодня Республиканский кардиологический центр работает на всю республику. Мы оказываем специализированную высокотехнологичную помощь каждому пациенту от нуля и до самого пожилого возраста. Ежегодно консультируем около 100 тысяч пациентов, дистанционно и очно. В стационаре ежегодно проходят лечение около 14 тысяч пациентов. Мы проводим диагностические методы исследования и лечения около 17 тысяч, в том числе открытые операции 6 тысяч и операции эндоваскулярные около 4 тысяч. Как кардиолог я всегда понимала, что для дальнейшего развития нам понадобится, во-первых, новые площади, новые операционные, а во-вторых, новое современное оборудование. И Радий Фаридович нас услышал, и сегодня мы имеем замечательный современный корпус с полным оборудованием, оснащением, который включает в себя 2 операционных блока. Это сердце кардиоцентра. В каждом блоке располагается по 5 операционных, в одном 5 рентгеноперационных, в том числе 1 гибридная операционная, и во втором блоке 5 операционных для проведения открытых операций на сердце и сосудах. Логистически связаны с оперблоком 2 отделения реанимации, анестезиологии и реанимации на 21 койку и отделение интенсивной терапии и реанимации на 17 коек. Все это вместе дает возможность минимизировать риски развития осложнений и развивать новые методы лечения и диагностики наших пациентов. Новейшее оборудование сегодня позволяет нам сделать прорыв в развитии кардиохирургии и встать совершенно на новую ступень. Сегодня мы можем проводить гибридные операции, внедрять новые методы гибридных операций. Сегодня мы можем использовать и проводить атерэктомию при хронических окклюзиях. Сегодня мы можем
проводить сложные операции на аорте с использованием лазерных технологий. Немаловажно применение аппарата, который позволяет нам прицельно провести тромболизис в легочной артерии при такой тяжелой патологии, как тромбоэмболия легочной артерии. На первом этаже у нас расположена новая комфортная поликлиника для наших пациентов и расположено замечательное отделение приемно-диагностическое. Такая связь позволяет сократить путь пациента от первичного осмотра до госпитализации его в палату. Я очень надеюсь, что наши пациенты будут быстрее выздоравливать в таких условиях, и, безусловно, это поможет продлить здоровую жизнь жителям Республики Башкортостан. Но все же самое главное для нас – это те люди, которые работают в кардиоцентре. Высокопрофессиональный коллектив – это доктора, хирурги, кардиологи, медицинские сестры и другие сотрудники. За 45 лет сделали очень много. И в последующие годы при наличии такого замечательного кардиокорпуса сделают еще больше. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, от имени всего нашего коллектива, мне хочется сказать вам спасибо за ваше внимание к здравоохранению регионов и пожелать вам крепкого здоровья на долгие годы. Спасибо вам за все большое. Спасибо вам. Поздравляю вас с сегодняшним событием. Ради Фаридович, добавите что-то? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Альбертович, уважаемые коллеги, несколько слов. Уважаемый Владимир Владимирович, вот данный кардиоцентр – это завершение формирования такого замкнутого цикла полной системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это наш кардиодиспансер, это региональные сосудистые центры и ФАПы, сельские врачебные амбулатории, поликлиники. Вот у нас, Владимир Владимирович, вы говорили про ФАПы. У нас в республике одно из самых больших количеств ФАПов, более 2000. Вот благодаря поддержке Минздрава Российской Федерации мы за последние 6 лет 500 из них заменили. Это новые ФАПы. Но что важно было? Мы, Михаил Альбертович, попросили, важно было все это включить в единый контур цифровой. Поэтому мы это сделали. Что это значит? Это значит, сейчас с самого дальнего населенного пункта, где есть ФАП, мы можем снять электрокардиограмму и тут же отправить в Центр сосудистых рисков или региональный сосудистый центр. То есть мы можем быстро вмешаться вот в эту историю. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, вот корпус большой, 35 тысяч квадратных метров, 10 операционных. Я вот стою в операционной, мне и халат одели, сказали, сюда нельзя, значит, заходить без халата. Это как какой-то космический корабль. Поэтому на самом деле это для людей это дополнительная надежда на долгую еще здоровую жизнь. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за поддержку, за постоянную эффективную поддержку развития здравоохранения. Мы двигаемся дальше и благодаря вашей поддержке стремимся, чтобы здравоохранение у нас было самым лучшим. Спасибо большое. Вы упомянули сейчас про ФАПы. Прошу вас и всех коллег, тех, которые сейчас на связи у нас, ну и те, которые будут смотреть сегодняшние репортажи, конечно, уделять этому особое внимание. Разумеется, 10-этажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца. Чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в стране, ну и в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать. Это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населенных пунктах, где подчас, кроме фельдшера, и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению туда специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные. Вы об этом тоже хорошо знаете. Ну, давайте пойдем дальше. Дальше у нас Иван Петрович Машуров, или Машуров, Воронежская область, и Воронежская областная научно-клиническая, Воронежский областной научно-клинический онкологический центр. Пожалуйста, Иван Петрович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Альбертович, уважаемые коллеги. В 2024 году мы отметили 100-летний юбилей онкологической службы Воронежской области. Это одна из старейших служб России онкологических.
в рамках национального проекта здравоохранения, предложенного вами, Владимир Владимирович, переоснащена онкологическая служба практически полностью в регионе. Сегодня Воронежский областной научно-клинический онкологический центр является лечебно-диагностическим, научно-педагогическим и методическим центром трехуровневой модели онкологической службы региона. В конце регистра на учете состоит более 77 тысяч пациентов Воронежской области. Ввод в эксплуатацию радиотерапевтического корпуса на 120 коек объединил все стационары и дневной радиотерапевтический стационар в единый мощный комплекс. Он оснащен современным диагностическим оборудованием и аппаратами для лучевой терапии и радиомодификации. Это позволит пролечить более 5000 пациентов в год только лучевыми методами. Сегодня радиотерапевтическая служба Воронежской области оснащена 6 линейными ускорителями, аппаратами контактной лучевой терапии, аппаратами для рентгенотерапии, оборудованием для радиомодификации с использованием поверхностной гипертермии. В центре работают высококвалифицированные специалисты, которые проходят подготовку как в Воронежском государственном медицинском университете, в том числе и на клинической базе нашего онкоцентра, так и в крупных федеральных центрах. Теперь они имеют возможность оказывать помощь на высоком уровне и использование передового оборудования, и уже делают это. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте от имени всех медицинских работников и пациентов искренне поблагодарить вас, правительство Российской Федерации, Министерство здравоохранения, возглавляемое Михаилом Альбертовичем Мурашко, и главного онколога, академика Каплина Андрея Дмитриевича за поддержку и развитие онкослужбы. Спасибо. Александр Ильич, есть что добавить? Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, правительство Российской Федерации, Министерство здравоохранения за поддержку региональной медицины. Вот пример такого взаимодействия. Наш радиотерапевтический корпус, он построен именно при взаимодействии федеральных и региональных властей. Мы при реализации проекта, безусловно, использовали принципы импортозамещения, использовали отечественные материалы. И хочу обратить внимание, что более 60% всего медицинского оборудования, которое здесь установлено, оно тоже произведено в России. Фактически вот этот корпус формирует целостный такой закрытый контур лечения онкозаболеваний у нас в регионе от амбулаторных центров, от кабинетов первичной диагностики. У нас их, кстати, более 50 на территории региона. Они находятся во всех районах нашей области, до высокотехнологичных наших учреждений. Мы за последние 4 года несколько объектов крупных ввели в эксплуатацию. Это поликлиника на 700 посещений в день онкоцентра. Это детский онкогематологический центр для оказания помощи деткам. Это большой современный технологичный корпус, который мы построили в 2023 году, хирургический корпус. Фактически это такое центральное звено всего лечения онкозаболеваний. И фактически вот получается, что мы такую классическую трехуровневую схему лечения создали от первичной к углубленной диагностике и лечения уже высокотехнологическими методами. Это уже дает свои результаты, и за последние годы у нас смертность от онкозаболеваний снизилась на 3,7%. Мы видели, как помогал нам проект здравоохранения в развитии нашей системы, и сейчас активно включились уже в реализацию нового проекта «Продолжительная и долгосрочная жизнь». И, Владимирович, хочу вас заверить, что все задачи, которые будут поставлены, мы решим. От всех воронежцев, уважаемый Владимир Владимирович, хочу сказать вам большое спасибо за то, что даете возможность такие масштабные проекты реализовывать. Это помогает повышению качества жизни и привлекательности нашего региона. Спасибо вам большое. Спасибо вам за эту информацию. Иван Петрович, насколько я понимаю, прием пациентов ведется с января 2025 года, да? Совершенно верно, да, вот в этот корпус уже с января 2025 года, да, Владимир Владимирович? Ну вот, и вы уже, наверное, могли понять, как все работает, как здание себя ведет, сооружения всякие, которые
значит, функционирует. Это блок лучевой радиотерапии, стационар и так далее, и так далее. Но все-таки большое сооружение, 7-этажное здание, оборудование сложное, как помещения приспособлены к этому оборудованию. Как вы оцениваете? Владимир Владимирович, действительно за вот этот период времени, пусть это короткий, но самый главный критерий – это отзывы наших жителей и пациентов. Так вот, некоторые из них, кстати говоря, они когда узнали, что будет телемост с президентом, то очень бы хотели сами прийти и поблагодарить. И, протокол не позволяет, хотя очень желание у многих было. Что касается качества строительства на самом высоком уровне. Оборудование, Владимир Владимирович, все работает на сегодняшний день. Линейные ускорители, диагностическое оборудование суперсовременное. У нас эксклюзивный МРТ поставлен, компьютерный томограф, который позволяет не только диагностировать опухоль, но и начинать планировать лучевую терапию. То есть мы сокращаем время от диагностики до начала лучевой терапии. Это очень важно для онкологических больных. Поэтому огромнейшее спасибо за этот корпус, очередной корпус, который был построен. Спасибо. Вот я посмотрел, стройка шла с мая 23 года по декабрь 24. Это всего 1 год 7 месяцев. Достаточно хорошие сроки. И сейчас вот я услышал качество хорошее. Хочу поблагодарить строителей, которые вели эту работу. Кто, кстати говоря, строил? Это наша крупнейшая компания, ДСК, на самом деле делают всегда очень качественно. Они делают не первый объект, кстати, для онкологии. Хирургический корпус, большой тоже такой центр, делали именно они и тоже сделали раньше срока. Это местная компания ваша, да, Александр? Да, это местная воронежская компания ДСК. Вот, молодцы, передайте им слова благодарности. Хорошо, Владимирович, обязательно. Молодцы. Кстати, Иван Петрович, каков процент отечественного оборудования? Владимир Владимирович, 60% отечественного оборудования. У нас политика в регионе все-таки поддерживать отечественного производителя, но только в тех случаях, когда конкурентоспособное оборудование. Это понятно, поэтому более 60% отечественного. Здорово, это очень хорошо. Хороший показатель. Работает надежно? Да, вы довольны? Да, вот то, что мы сейчас закупили, наше все работает хорошо. Отлично. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго, успехов вам. Давайте перебираемся тогда в Нальчик, Кабардино-Балкария. Батыров Зурбек Султанович, пожалуйста. Городская поликлиника номер 1. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Альбертович, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, докладывает, первая городская поликлиника начала свою работу по приему пациентов. Учреждение является самым крупным в республике по оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и обслуживает более 84 тысяч жителей городского округа Нальчик. Новое здание построено взамен старой постройки 1938 года и с учетом новой модели медицинских организаций бережливых технологий. При этом площадь увеличилась с 3,5 до 9 тысяч квадратных метров. Здесь созданы комфортные условия для посетителей и инфраструктура для маломобильных групп граждан. А планировочные решения и размещение кабинетов с учетом принципа пациентоцентричности и утвержденных Минздравом России методических рекомендаций. Отдельное крыло в новом здании отведено женской консультации, которая теперь может использовать всю материально-техническую базу поликлиники для оказания диагностической и лечебной помощи. Ключевые задачи первичного звена – это профилактика, раннее выявление заболеваний и диспансерное наблюдение. Именно с этой целью расширен функционал отделения медицинской профилактики и созданы дополнительные структурные подразделения. Это центр амбулаторной онкологической помощи с манипуляционным и дневным стационаром. Это отделение медицинской реабилитации, инновационное оборудование которого позволит проводить лечение и реабилитацию наших пациентов качественнее и эффективнее. А подход к отдельным категориям граждан, в том числе нашим ветеранам специальной военной операции,
более индивидуально. Также развернуты 2 операционных зала и дневной стационар на 30 коек. Гордостью нашего учреждения является самый крупный и самый современный на Северном Кавказе амбулаторный центр эндоскопической диагностики мощностью более 20 тысяч исследований под седацией в год. В помощь врачам реализованы медицинские технологии на основе искусственного интеллекта. Это система поддержки принятия врачебных решений на основе анализа электронной медицинской карты, а также интерпретации результатов рентгенологических исследований. Все это позволит повысить качество медицинской помощи и удовлетворенность наших граждан уровнем оказания медицинских услуг. Владимир Владимирович, позвольте и мне от имени всего коллектива поблагодарить вас за внимание к системе здравоохранения. А мы со своей стороны сделаем максимум усилий для того, чтобы выполнить главную задачу – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни наших граждан. Зурбек Султанович, а сколько у вас работает врачей, специалистов? Более 400 специалистов-врачей, более 300 специалистов среднего медицинского персонала. А как организована переподготовка, дополнительная подготовка? Особенно с учетом вот того, что сейчас получили, имею в виду медтехнику. Учитывая, что мы заранее начали готовиться к открытию медицинской организации, Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской республики также был запущен проект по переобучению части медицинских работников, особенно по тем специальностям, которые являются более дефицитными. На сегодняшний день мы укомплектованы и готовы оказывать помощь нашим жителям. Здорово. Поздравляю вас. Предыдущее здание, насколько я вижу, по документам было изношено более чем на 80%. Поэтому вот все, что сделано было вот в республике, конечно, очень своевременно. И знаю, что очень активно этот проект продвигал глава Кабардино-Балкарии Коков Казбек Валерьевич. Казбек Валерьевич, добавите что-нибудь? Владимир Владимирович, как ранее было сказано, извиняюсь, уважаемые коллеги, как ранее было сказано, у нас приоритет – это профилактика болезней. И здесь, конечно же, нам в помощь эта программа модернизации первичного звена. В рамках нее за последние 5 лет отремонтировано и построено 38 объектов первичного звена. Поставлено 306 единиц современного медицинского оборудования, 95 автомашин скорой помощи. И все это благодаря этой программе. Сегодня она и дальше реализуется, работа продолжается. И хотел бы выразить, уважаемый Владимир Владимирович, вам, Министерству здравоохранения Российской Федерации, огромную благодарность за данную программу, за внимание, за поддержку, которую вы оказываете именно по развитию и здравоохранения, и другим направлениям. И хотел бы добавить, еще один важный проект сегодня реализуется в Кабардино-Балкарии. Это строительство онкодиспансера на 250 коек, современного онкодиспансера. Мы планируем его закончить к концу 2026 года. Все будет исполнено в срок. Еще раз спасибо большое за всестороннюю поддержку, Владимир Владимирович. Спасибо. Удачи вам. Луганская городская поликлиника номер 12. Очкур Наталья Борисовна. Пожалуйста, Наталья Борисовна. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. В городе Луганске после капитального ремонта начала свою работу Луганская городская поликлиника номер 12. Свои функции поликлиника выполняет с 1986 года, и до 2024 года в ней ни разу не проводилось ремонтов и не обновлялось оборудование. Капитальный ремонт проведен в рамках программы восстановления города Луганска шефом регионом городом Москвой в течение 2024 и 2025 года. В результате этого ремонта поликлиника полностью преобразилась. Обновлены все инженерные сети, отопление, водоснабжение, вентиляция, сделано центральное кондиционирование, монтированы системы противопожарной и охраны, обновлено лифтовое оборудование, проведен ремонт кровли, обновлен фасад учреждения.
В результате ремонта поликлиника получила современный федеральный стандарт оформления службы здоровья. А это удобная навигация, это комфортные зоны ожидания для пациентов, это комфорт для сотрудников, это создана доступная среда для маломобильных граждан, это цифровые технологии. В результате, в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена поликлиникой закуплено более 100 единиц нового медицинского оборудования, в том числе флюорограф и маммограф. Приобретены 4 легковых автомобиля марки «Лада». Благодаря Министерству здравоохранения Российской Федерации в нашей поликлинике, первой в республике, установлены магнитно-резонансный и компьютерный томограф, на которых смогут проходить обследования жители Луганской агломерации, а это около 500 тысяч человек. Новое оборудование позволит нашей поликлинике улучшить доступность и качество медицинской помощи. Мы сможем своевременно выявлять хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях, проводить их профилактику. Сможем увеличить продолжительность жизни. И это все позволит нам реализовать основные цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Уважаемый Владимир Владимирович, хочется от лица всего коллектива и пациентов выразить огромную благодарность вам, правительству города Москвы и Министерству здравоохранения Российской Федерации за новую, современную, комфортную поликлинику. Большое спасибо. Я знаю, что Москва помогала. У Сергея Семеновича такая хорошая программа по обновлению и развитию московской медицины. Ну и, конечно, если Москва помогает, то делает это на хорошем, качественном уровне. Насколько я понимаю, оборудование приобреталось за счет средств федерального бюджета. Надеюсь, что оно тоже соответствует всем современным требованиям. Глава региона добавить что-нибудь? Пожалуйста, Леонид Иванович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Татьяна Алексеевна, Михаил Альбертович, добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу присоединиться к словам благодарности, которые уже были сказаны. В первую очередь, конечно, руководству региона, шефа города Москвы, Собянин Сергей Семенович, Бирюков Петр Павлович, за то, что, в общем-то, произвели капитальный ремонт здания, которое было построено в 1982 году и более 40 лет никакого ремонта здесь не производилось. Ремонт выполнен очень качественно и добросовестно. Слова огромной благодарности. Также хотел бы выразить слова огромной благодарности Татьяне Алексеевне Голиковой, Михаилу Альбертовичу Мурашко за то, что изыскали все возможности и помогли нам оснастить нашу отремонтированную, восстановленную поликлинику самым современным, передовым, ну и, конечно же, таким нужным для нас оборудованием. Также хотелось выразить слова благодарности лично вам, уважаемый Владимир Владимирович, остальным, в общем-то, регионам Российской Федерации, в том числе регионам, шефам, которые помогают восстанавливать Луганск, всем жителям нашей великой страны за ту помощь и то трепетное отношение к жителям Донбасса, которое мы сегодня видим. Уверен, что восстановление этой поликлиники, оснащение ее передовым оборудованием – это очередная демонстрация того, что для нас нет невыполнимых задач, и когда мы вместе, мы все задачи выполняем эффективно и в срок. И уверен, что также вместе мы одержим победу и будем в дальнейшем строить и восстанавливать нашу любимую родину Россию, но и в ее составе нашу маленькую свободную Луганскую Народную Республику. Спасибо большое. Наталья Борисовна, у меня вот тот же вопрос, который я задавал вашим коллегам только что. У вас сколько специалистов работает и как организована подготовка? Для вас это более актуально даже, чем для других медицинских учреждений в России? Потому что были проблемы с техникой в прежние времена, современные, ну и, соответственно, с подготовкой специалистов, поскольку на такой технике никогда раньше и не работали.
В настоящее время в поликлинике работает 62 врача различных специальностей. Наш врач-рентгенолог обучен работе на компьютерном томографе, она специально прошла курсы. Но даже и сейчас еще смотрят пациенты и обязательно советуются с более опытными коллегами, которые могут подсказать, как расшифровать какие-нибудь не совсем понятные ситуации. В настоящее время все врачи у нас проходят аккредитацию по стандартам Российской Федерации. К 1 января 2026 года все будут полностью обучены. А есть у вас то, что называется телемедициной? Как-то вы связаны вот этими системами современными с ведущими медицинскими центрами страны? В настоящее время у нас телемедицинская консультация связана с Луганской республиканской клинической больницей, где наших пациентов консультируют республиканские специалисты, специалисты 3-го уровня. И далее они направляют пациентов уже на телемедицинские консультации в федеральные центры. Михаил Альбертович, а вы как думаете? Нет ли необходимости и нецелесообразно ли напрямую подключать в Луганске, в Донецке, в Запорожье, в Херсоне медицинские учреждения к федеральным центрам? У них там сложнее с подготовкой кадров-то. Владимир Владимирович, у нас техническая такая возможность есть. Сейчас работала вот уровневая система, поскольку амбулаторно-поликлинические пациенты часто принимаются решения о госпитализации или амбулаторном лечении, но технически это реализуют и возможность такую предоставим. Сегодня система это позволяет сделать. Мы выпустили новый сейчас документ, приказ по телемедицинским технологиям, погрузили это все в программу государственных гарантий, поэтому на этапе становления вы правы, мы это сделаем. Да, вот посмотрите, пожалуйста, и организуйте эту работу, потому что коллегам вот в этих регионах, о которых я сейчас назвал, им сложнее приходится, чем в других местах, по целому ряду обстоятельств. Сейчас не будем их перечислять. И им можно и нужно помочь вот таким образом, напрямую устанавливая связь с крупными, хорошо функционирующими, подготовленными, имеющими высококвалифицированных специалистов кадрами. И сейчас, насколько я понимаю, это сделать несложно, имея в виду на уровень оснащенности самого министерства и наших ведущих медцентров. Хорошо? И вам, да, будет тогда проще даже понять, что нужно для вот этих регионов дополнительно, как людей готовить, специалистов готовить, какие контакты напрямую можно установить. Это повысит эффективность оказания медпомощи людям, которые проживают на этих территориях. Хорошо? Да, Владимир Владимирович, я еще хотел добавить, что у нас сегодня с Татьяной Алексеевной мы выработали единые принципы организации для работы врачами-стажерами ординаторов 2-го года и ординаторы 1-го года, которые обучаются, уже получив врачебный диплом, имеют право работать врачами-участковыми. И последний мой визит как раз в Луганск, Донецк и другие регионы, мы решили задачу, что наш университет в Луганске обеспечит кадрами, ординаторами амбулаторно-поликлинические подразделения, и студенты привлекаются для работы в качестве среднего медицинского персонала. Тема абсолютно важная, нужная, поэтому и телемедицина, она поможет в том числе и в становлении врачей. Спасибо. Хорошо. Ну, Татьяне Алексеевне я еще слово дам в конце. Она подведет, так сказать, итог нашей сегодняшней дискуссии. Вот как раз давайте переберемся в Донецк. Плохотников Иван Александрович, Республиканская клиническая больница имени Калинина. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Татьяна Алексеевна, уважаемый Михаил Альбертович, на базе крупнейшего республиканского лечебного учреждения больницы Калинина создан и в настоящий момент функционирует сосудистый центр на 140 коек по лечению столь социально значимых заболеваний, как инсульт, инфаркт миокарда. Благодаря взаимодействию и личному участию Михаила Альбертовича за короткое время выполнены качественные ремонты. Центр оснащен современным медицинским оборудованием, компьютерным томографом, ангиографом, наркозно-дыхательным оборудованием,
медицинским микроскопом, медицинской техникой. И уже сейчас жители Донецкой Народной Республики получают качественную, квалифицированную, высокоспециализированную медицинскую помощь. Ежегодно Центр может помочь и оказать помощь до 5000 пациентам. Хочу сказать, что несмотря на то, что практически все корпуса больницы были разрушены, один из корпусов полностью разрушен и сейчас активно восстанавливается регионным шефом, ни на один день коллектив, в котором работает 2400 сотрудников, не прекращал работу. Ежегодно мы выполняем более 15 тысяч операций, большинство из которых являются высокоспециализированными и всех уровней сложности. Хочется отметить, что с начала специальной военной операции, Владимир Ильич, наши лечебные учреждения активно оказывают помощь участникам специальной военной операции. Спасены и пролечены десятки тысяч пострадавших. Только у 62 пострадавших выполнены уникальные операции по удалению осколков из сердца. В преддверии Дня России и Дня медицинского работника хотелось бы вас лично, Владимир Ильич, регион-шеф, Министерство здравоохранения Российской Федерации, правительство поблагодарить за столь весомый вклад в развитие здравоохранения Донецкой Народной Республики. Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста, Денис Владимирович, добавите что-то? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для меня очень значимо подчеркнуть, что вот такая командная слаженная работа позволяет в Донецкой Народной Республике открывать и задействовать такие высокотехнологичные медицинские учреждения. Почему командное, говорю? Здесь все просто. Здесь были разрушения, включился регион-шеф Москва, Сергей Семенович откликнулся, и корпус был достаточно быстро восстановлен. С Михаилом Альбертовичем здесь быстро выстроена работа по привлечению федеральных средств и получено соответствующее оборудование. Задействован, конечно, и региональный Минздрав, и региональный бюджет соответственно. То есть вот такие командные усилия позволили в кратчайшие сроки сосудистый, очень необходимый центр для жителей республики получить в пользование. И здесь только слова благодарности и, конечно, еще раз обратить внимание, что мы, считаю, очень достойно сейчас выглядим среди всех регионов Российской Федерации, вливаемся в семью. И здесь, Владимир Владимирович, вам большое спасибо, потому что я знаю, сколько вы лично уделяете внимания, чтобы у нас развивалось ровно такими быстрыми темпами, несмотря на все сложности, которые у нас остаются. Абсолютно со всем справимся, абсолютно выдержим все испытания. Мы знаем почему, мы знаем с кем мы это делаем. И хочу еще раз подчеркнуть здесь спасибо большое всем медицинским сотрудникам, всем специалистам, которые и в непростые времена оставались на своих рабочих местах. Ну а сейчас работать становится удобно и комфортно, и абсолютно точно с большой пользой для всех пациентов Донецкой Народной Республики. Спасибо. Спасибо. Иван Александрович, вы с 3 июня начали работу, да, в новом обновленном корпусе? Да, Владимир, 4 июня. И уже двери открыты, и ежедневно пациенты с различной сосудистой патологией, инсультами, инфарктами поступают, и им оказывается действительно высокотехнологичная медицинская помощь. Всем необходимым оборудованием мы обеспечены лекарственными препаратами. Недавно был визит Михаила Альбертовича, который подчеркнул желание, возможность и уровень оказания медицинской помощи на Донецкой земле. Вот время прошло совсем немного, тем не менее вы уже почувствовали, наверное, как идет работа, что где стоит, как работает. Чего не хватает, Иван Александрович? Владимир Владимирович, через 3 года наше лечебное учреждение будет праздновать свое столетие. И большим бы подарком было бы строительство нового современного хирургического комплекса на территории крупнейшего лечебного учреждения Донецкой Народной Республики. Да, я имел в виду, чего не хватает в том здании, где мы находимся, но тем не менее сразу пометил и попросил бы потом Татьяну Алексеевну прокомментировать вашу просьбу, пожелание по новому хирургическому комплексу. Иван Александрович, я все-таки верну свой вопрос еще раз. Все-таки по тому объекту, где мы сейчас находимся, да, вы уже почувствовали, там, коллеги ваши почувствовали, как все работает, что где стоит, там ли стоит, соответствует ли помещение этому оборудованию, как это оборудование работает. Вот все это вместе. Вот я хотел
вот такой вот вопрос Уважаемый Владимир Владимирович, подкинуть. Уважаемый Владимир Владимирович, не понаслышке, а как и практикующий врач, и, естественно, ежедневно посещающий Республиканский сосудистый центр, вижу большой благодарности от сотрудников нашей больницы, которые за короткое время уже влились в работу сосудистого центра. Если ранее необходимо было в течение суток оказывать помощь при заболеваниях, таких как инсульт и инфаркт, то сейчас в течение 2 часов пациент получает помощь при инфаркте и в течение нескольких часов получает помощь при инсульте. Всем необходимым в сосудистом центре сейчас мы обеспечены не только оборудованием, но расходными материалами, изделиями медицинского назначения и медикаментами. Штат укомплектован на 80%. Понятно. Скажите, пожалуйста, а уровень зарплаты у вас какой у специалистов на сегодняшний день? У врачей средняя заработная плата 67 тысяч рублей, у средних медицинских работников 47 тысяч рублей. Да. Вот хочу обратить внимание. Хотелось бы добавить, Владимир Владимирович, извините, что наше лечебное учреждение оказывает помощь пострадавшим в условиях специальной военной операции. И из 1151 коечного фонда 600 коек зарезервировано и активно оказывает помощь пострадавшим и участникам специальной военной операции. И все сотрудники, которые оказывают помощь, получают социальные выплаты. Врачи дополнительно 100 тысяч рублей, медицинские сестры 60 и младший медицинский персонал 30 тысяч рублей. Спасибо огромное вам и правительству Российской Федерации за эту оценку и помощь врачам. Это очень важно и необходимо. Да, это я понимаю, это, слава богу, было сделано, но в целом уровень заработной платы специалистов 67 тысяч рублей, как бы так мягко сказать, далеко не самый высокий в России в сфере медицины. Поэтому я понимаю, что это должно соответствовать общим средним доходам в регионе, но тем не менее, обращаю внимание, Татьяна Алексеевна, надо иметь это в виду. 67 тысяч рублей для специалиста, это медицинского работника, это, в общем, то, над чем, безусловно, нужно подумать с точки зрения повышения, разумеется. Хорошо, спасибо большое. Я хочу пожелать, Иван Александрович, вам и всем вашим коллегам всего самого доброго в обновленном учреждении. Вот. Что касается нового хирургического комплекса, обязательно подумаем над этим. И Татьяна Алексеевна тоже дословно на этот счет скажет еще. Так, пожалуйста, мы остаемся в Донецке. Олег Владимирович, директор филиала Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в Донецке, из лаборатории по испытанию качества лекарственных препаратов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемый Михаил Альбертович. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу доложить, что лабораторный комплекс Росздравнадзора полностью готов приступить к своей работе. Он оснащен новейшим оборудованием, которое позволит нам проводить контроль качества лекарственных средств по всем показателям нормативной документации, а также используя новейшие системы и методы контроля. Лабораторный комплекс подключен к единой информационной системе управления лабораториями, разработанной нашими специалистами и уже внесенный в реестр программного обеспечения Российской Федерации. Хочу заметить, что коллектив лабораторного комплекса полностью это жители Донецкой Народной Республики, которые прошли дополнительное обучение в других филиалах, наших филиалах, и готовы выполнять свою работу по высоким стандартам российского здравоохранения. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Извините, что так. Ничего, я понимаю. Я попросил бы несколько слов комментария Аллу Владимировну сказать, Самойлову. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Татьяна Алексеевна, уважаемый Михаил Альбертович. Данная лаборатория в Донецке – это 14-й филиал из нашей филиальной сети лабораторий по всей стране по контролю качества лекарственных препаратов. Эти лаборатории расположены на сегодняшний день во всех федеральных округах, оснащены всем современным оборудованием и позволяют на сегодняшний день контролировать лекарственные препараты, которые обращаются у нас сегодня в стране, по сути дела, по всем параметрам нормативной документации. Сегодня в страну в год вводится порядка 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов. В наших лабораториях мы контролируем порядка 37 тысяч лабораторных исследований вот этих лекарственных препаратов. И качество с каждым годом демонстрирует улучшение с каждым годом. То есть и на сегодняшний день это не более 0,1% забракованных лекарственных препаратов. Эта лаборатория в Донецке на сегодняшний день уже прошла сертификацию по всем стандартам национальной системы аккредитации лабораторных комплексов и полностью на сегодняшний день соответствует этим стандартам. Еще хотелось сказать о том, что наши лаборатории по всей стране, кроме стационарных комплексов, имеют еще и мобильные лаборатории, которые расположены на базе наших российских автомобилей и способны выезжать и осуществлять контроль лекарственных препаратов неразрушающим способом в каждой аптеке, в каждой медицинской организации. И мы уверены, что в ближайшее время такая же мобильная лаборатория появится здесь, в Донецком филиале. Еще хотелось сказать о том, что последние годы мы по всем нашим лабораторным комплексам делаем упор на оснащение современным российским оборудованием. И эта лаборатория донецкая тоже не стала исключением. На сегодняшний день здесь уже установлены российские хроматографы, российская система пробоподготовки для качественной воды, поскольку это для лабораторий очень важно. На сегодняшний день здесь уже установлен спектрометр, уже на сегодняшний день установлен рентгеновский рефрактометр. То есть это очень важное оборудование, и еще раз подчеркну, важно, что оно российского производства. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте выразить вам огромные слова благодарности за поддержку развития лабораторных комплексов и заверить, что мы на достигнутом не остановимся. На сегодняшний день у нас в планах развития еще микробиологическая лаборатория для того, чтобы создать здесь полный комплекс лабораторного исследования для всех лекарственных препаратов, которые обращаются в данном случае на новых территориях. Это Донецкая республика, Луганская республика, это Запорожская область и Херсонская область. То есть, и когда мы создадим вот этот полный комплекс, тогда не нужно будет вывозить лекарственные препараты, образцы в ближайшую лабораторию, которая находится в Ростовской области. Спасибо вам еще раз большое, то есть мы продолжаем работать. У меня вопросы и к Алле Владимировне, и к коллегу Владимировичу. Капитальный ремонт и переоборудование были проведены за достаточно короткий срок, всего полгода. На качестве это не отразилось? Нет, это все сделано качественно и достойно. Все хорошо, все работает. И причем быстрые сроки, это действительно было быстро. Хорошо. Алла Владимировна, то же самое сможете сказать, да? Да, я, конечно же, подтверждаю. Наши коллеги из центральной лаборатории полностью проводили здесь контроль, проводили полностью учебу, помогали в оснащении, поэтому здесь эта лаборатория, была под нашим крылом, под нашим шефством, поэтому, естественно, мы все вместе сделали. Все на сегодняшний день очень достойно. Хорошо. Удачи вам. Спасибо. Благодарю. Татьяна Алексеевна, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас открытием этих учреждений, Владимир Владимирович, своего рода подведение некоторых итогов реализации нацпроекта здравоохранения. Вы об этом в своем вступительном слове сказали. У нас в сложных условиях реализовывался этот проект. Мы сдвигали некоторые мероприятия, потому что коррективы в проведении их вносил ковид. Но, тем не менее,
Хорошие результаты по реализации нацпроекта здравоохранения были достигнуты, и это касается 3 флагманских направлений. Это борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, которые являются основными причинами смертности в Российской Федерации, и стартовавшая с 1 января 2021 года программа модернизации первичного звена здравоохранения. И сегодня эти 3 направления, как флагманские, как зарекомендовавшие себя и направления, по которым нам еще предстоит многое сделать, включены в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который тоже стартовал с 1 января 2025 года. Его объем у нас 2 триллиона 27 миллиардов на сегодняшний день оценивается до 2030 года. И вот эти 3 направления, которые мы сегодня рассматриваем, занимают львиную долю с точки зрения финансирования. Это 1 триллион 520 миллиардов рублей. А это означает, что усилия наши совместные с регионами будут и дальше направлены на эти направления. Хочу сказать о, конечно, нашем ключевом направлении. Это модернизация первичного звена здравоохранения. Это учреждение первого контакта, как мы говорим. Здесь, как правило, проводятся профилактические мероприятия, в том числе проходит диспансеризация и так далее. И с введением в эксплуатацию новых учреждений, капитальным ремонтом учреждений, заменой оборудования, мы видим устойчивую тенденцию к увеличению количества посещений. У нас только в 2024 году количество посещений в первичное звено возросло на 2%. А надо сказать, что это 1 миллиард, более 1 миллиарда посещений в год. Это очень серьезная нагрузка на систему. Поэтому система не должна давать сбоя, она должна работать. И поэтому этому направлению мы уделяем особое внимание. И как я вам докладывала на совете, сейчас мы вместе с Минздравом и другими коллегами работаем над 2-м этапом программ модернизации первичного звена здравоохранения. И еще раз хочу обратить внимание коллег на то, что очень важно, чтобы, включая в новый этап соответствующие объекты, были обеспечены не только их модернизация и оснащение оборудованием, но и транспортная доступность тоже имеет здесь существенное значение. Наши исторические регионы полноценно включились с 1 января 2025 года во все национальные проекты. Если сначала на прошлом этапе мы и посредством экономии, и посредством дополнительных ресурсов изыскивали средства для того, чтобы поддержать новые регионы, то сейчас это уже полноценные программы для них, и они будут работать со всей страной по всем направлениям, которыми сегодня охвачены новые национальные проекты. Также я хочу обратить внимание уважаемых коллег на то, что очень важны качественные результаты деятельности. Сегодня Михаил Альбертович об этом говорил в части сердечно-сосудистых, чуть-чуть затронул онкологию, но мы очень четко, в соответствии с теми поручениями, которые вы дали в рамках послания и в рамках 309-го указа, конечно, отслеживаем качественные показатели, потому что они являются единственным мерилом оценки состояния здоровья нашего населения, и исходим из того, что нам нужно увеличивать ожидаемую продолжительность здоровой жизни и ожидаемую продолжительность жизни при рождении. Теперь то, что касается поставленных нашими коллегами из Донецкой Народной Республики вопросов, речь идет о новом хирургическом комплексе. Мы, Владимир Владимирович, это оценим, вам отдельно доложим, но очевидно другое. Конечно, нашим коллегам из 4 исторических регионов еще предстоит очень многое сделать с точки зрения приведения в порядок системы здравоохранения, и мы здесь будем оказывать им всяческое содействие. И сейчас в рамках вот этого 2-го этапа модернизации первичного звена тоже уделяем им приоритетное значение, поскольку понимаем, что это для них очень-очень важно. Что касается заработной платы, Владимир Владимирович, сегодня с утра, так совпало, это не специально,
я проводила совещание с отдельными регионами страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики, по заработной плате. Мы эту тему знаем. Донецкая и Луганская народные республики влились в Российскую Федерацию с теми системами оплаты труда, которые еще были при Украине. Мы их немного модернизировали. Мы ориентируемся на Ростов и Крым по уровню заработной платы, но коллеги действительно не дотягивают, поскольку они исторически находятся на единой тарифной сетке, и им предстоит принимать решение о переходе на другую систему оплаты труда, на систему оплаты труда, которая действует в Российской Федерации. Сегодня мы предложили коллегам из Донецка и Луганска послушать нас с точки зрения того, что собираемся делать мы в рамках модельных систем оплаты труда, которые делаем в рамках вашего поручения по пилотам, по системам оплаты труда. И если коллеги к нам присоединятся, то мы готовы будем с ними, с Донецком и Луганском, эти системы оплаты труда отработать. Сейчас вместе с Министерством здравоохранения смотрим, как можно коллегам помочь с точки зрения дополнительных стимулирующих выплат, чтобы сотрудники учреждений медицинских получали больше того уровня, о котором наши коллеги сегодня вам докладывали. Я думаю, что такие возможности изыщем. И в заключение, Владимир Владимирович, хотела поблагодарить всех коллег за работу, сказать вам огромное спасибо за то, что вы сохраняете здравоохранение приоритетом, и сохранение населения – это наша основная цель. И в преддверии Дня медицинского работника поблагодарить всех коллег за самоотверженный труд, за то, что они практически круглосуточно, во все времена оказывали и оказывают помощь нашим гражданам, какие бы ситуации ни случались. Ковид, специальная военная операция, чрезвычайные ситуации. Всегда они на передовой. С наступающим праздником и здоровья им, и здоровья их семьям. Спасибо большое. Спасибо. Татьяна Алексеевна упомянула о новой нацпрограмме «Продолжительная и активная жизнь». У нас последовательно одни мероприятия переходят в планы других мероприятий. Но вот что хотел бы сказать в завершении. Самый главный критерий работы – это все-таки удовлетворенность жителей страны, граждан страны тем, как работает система здравоохранения в целом. Ну и в региональном разрезе, конечно, тоже. И в этой связи хотел бы вот что еще раз, вот о чем еще раз хотел напомнить. Поздравляя всех медицинских работников страны с приближающимся праздником и отдавая должное их усилиям, их и героизму, и самоотверженности, и подвижничеству, все-таки еще раз хочу напомнить, что удовлетворенность работой системы здравоохранения гражданами Российской Федерации – главный критерий качества нашей с вами работы по этому важнейшему направлению. Никогда не будем об этом забывать. Спасибо за сегодняшнее мероприятие и поздравляю с наступающим, приближающимся праздником. Всего доброго.